Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Недомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Testy Games, и сегодня у нас на обзоре французский тяжелый танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка AMX М454, или как попросту называют ее все, Млеха. Вот такой вот у нас гордый 3D стиль на эту машину, тачка невероятно хороша, а может быть плоха, узнаем в дальнейшем обзоре. Вот, и прежде чем мы продолжим, обязательно прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование AMX М454. Go! Итак, господа, коллижн модель нашей Млехи. Ну и давайте глядеть. По корпусу начнем. НЛД 261, 257. Крепкое ли это НЛД? Да нас ни одна восьмерка, практически ни одна девятка на обычном типе снаряд, да и десятки многие нас сюда даже пробивать под таким углом не будут. Вот такой вот НЛД. Центральная часть стык между НЛД и ВЛД 289. Ну нифига себе. ВЛД 311, 326, 327. Одно из самых, наверное, крепких НЛД, ВЛД вообще среди тяжелых танков 10-го левела. Невероятно. А если еще рамбануть, и, кстати, на данной тачке желательно танковать как раз не от борта, потому что здесь как бы тоже все хорошо, и Млеха нормально танкует, подставляет, правда, вот эту огромную щеку, через которую ее можно преспокойно убивать, потому что она реально огромная. А вот лучше танковать от передка. Вы посмотрите, какая приведеночка. Круто. Да, на Млехе лучше танковать от переда все-таки стараться. Надгусеничные полки у нас 333, 343. Переходим к маске орудия и к башне. 300, 300, 500, 278 есть щели вот такие, 285, 200, там рикошет вообще. Ну вот только вот такая щелочка, тут есть 278. В целом-то против обычных снарядов маска очень крепкая, да и зачастую, попадая вот в такие места, рикошетные, либо сюда, на голде, вы тоже, возможно, пробивать Млех-то и не будете. Под маской орудия 300, щеки 500, 600, рикошет, то же самое. Верхняя планочка 60 мм только по правилу 3 калибров от 180 мм пробивается. Лючок 182, лючок 175. Да, вот два ослабленных места по этому танку, можно сказать, в целом в такой проекции, куда ее стараются пробить. Конечно же, во всем корпусе очень хорошее бронирование. 85, кстати, в борте, да, но помним, щека. Так, бронирование изучили, давайте глядеть орудие, что нам там предлагают. А предлагает нам здесь две пушечки, да, две. Значит, первая стоковая, не альфовая, вот альфовая топовая, 120-130 мм орудие. Соответственно, здесь альфа 400, здесь 560. Бронепробитие на основном здесь на 20 больше, 270 против 250. А на голде здесь также повыше, 315 против 296. Заряжается это 10, это 14, но альфа решает, как бы, господа. Точность здесь получит 0.33, 0.36. Время сведения тоже комфортней. На самом деле, мне на Млехе, вот честно скажу, что на стоковой пушке приятно играется. Особый свой геймплей, да, на точность, на пробитие. Да, альфа меньше, но эта машина играет в упоре. Она тяжело бронированная, и, соответственно, моментов, когда вы можете нанести урон, выстрелить, попасть и пробить, будет, конечно, предостаточно, но вас иногда тоже будут пробивать. Сейчас много играет людей на голде, и поэтому лучше все-таки, и большинство игроков на Млехе играет именно на альфовые пушки. За счет размена. Там вам дали, не знаю, 390, 420, 490, вы дали 560. Вот примерно такая структура игры на этом танке. По полевой модернизации во втором блоке вездеходную ходовую. Так, сейчас, секунду. Здесь у нас, значит, сведение комфортное, точность улучшаем в четвертом блоке, отстройка параллакса, звукоизоляцию в пятом блоке, максимальной скорости назад, скорость поворота башни для машин с неподвижной рубкой. Я бы здесь вообще ничего не качал бы в седьмом блоке. Здесь
в восьмом. Ну, наверное, все-таки облегченный корпус бы прокачал. Вторым слотом мы берем огневую мощь. Да-да, именно огневую мощь. Да, танк медленный, но огневая мощь нам важнее. Закалку в первый слот, досал и стаб. Вот по оборудованию комплект. По снарядам. Основной у нас бронебойный, летит 950. Голдовый снаряд у нас подкол, летит 1240. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я до паёк пихнул. 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой в таблице. По плюсу минусу машины у нас есть минимально комфортные УВНы, минус 8. По пушке в целом что можно сказать, альфовые? Слабовато, конечно, бронепробитие, особенно на голде. Вот. На обычном типе снаряда, ну, более-менее, но на голде прям точно просадка прям на лицо. Вот. УВН есть, нормальная скорость полета есть снаряда, хорошая сочная альфа. Реально альфа при том КД, сколько заряжается пушки, она хороша. Поэтому в целом-то по пушке плюс. По ХП невероятная броня. У нас 2420, но бронирование просто лютое. Тоже плюс. По мобильности 35 вперед, 15 назад, почти 15 лошадей на тонну. Вот он наш первый минус. Млеха, конечно, медленный танк. И тут говорите, сравнивать там с большинством тяжелых танков всех наций, Млеха, ну, 35, господа. Ну что это такое? Это как практически у супертяжа. По обзору у нас 387 метров, плюс у меня штраф 36, так было бы там каких-то там 420 метров примерно. Обычный, практически обычный обзор, ничем не выделяет этот танк. Вот, по сути, можно даже минус поставить по обзору, но это танк ближнего боя. Поэтому выделить минусов можем только два, мобильность, обзор. В остальном, конечно, танк комфортный. Даже после нерфа на нем можно делать неплохие результаты. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что способна наша Млеха. Погнали. Так, господа, обзор боем. Французский тяжелый танк 10 левела AMX М454. Млеха она же, да, проходная прокачиваемая ветка. Пушка у нас топовая, альфовая. Вот такой вот 3D стиль. Две арты, кстати, в бою. У нас крутая Мантикора, у них крутой тест ОЛТ, скилловички. Ну что, погнали наших городских. Ой, как интересно раскатка. Посмотрим, куда ИС-7 встанет. Интересно, а куда это ВЗ-55 поехал? Всех засветил, ща арта срать начнет. Мимо, родной. И-7 пошел на потный поджим. Так все испортил своим поджимом.
Отжимальчик хрен. Подколы, ребят. Пробитие. Тайпок это плохо. Бьемся, ребята. Такое себе. Ну, я очень плохо выстрелил. Прям невероятно плохо. Блин, как бы мне в жопу не заехали. Надо тай поехать, Вить. Так. Все, родной. Отдыхай. Поехали за артой сгоняем. А чё за арта у них там? Говно картонное. Ну, план сделали, ладно. Млеха офигенный танк. Что тут даже говорить. Ну где арта вот-то? Вот успел мне дать. Все, тарана. Ну, за грилем мы, наверное, не успеем уже. Грилем нас не угостят. 4 900 суммы сойдет. Да, грилем нас угощать не будут, скорее всего. Я бы на месте гриля поехал бы в лужу, утопился. Вон оно где.
Все, сейчас его забьют до смерти, бедного. Да. Давайте на базу заедем. Все. Невероятная броня. Хорошее орудие. Альфовое, да, топовое. Оно и притоповое неплохое. Более лучшее пробитие, да, поменьше альфа. Но альфа, конечно, решает. И на Млехе, на старшей 10-го левела, наверное, все-таки лучше ездить на топовом орудии. Хотя мне и стоковое тоже заходит. Ребят, пишите комментарии, у кого есть эта машина, как вам Млеха после нерфа. Вот первое место заняли по урону. Кстати, чуть-чуть обогнали Центуриона. Вот, а как вам Млеха? Какое вы используете оборудование? Получается на этом танке или нет? По 5-бальной системе оценим ее в 4 с плюсом, в 4,5 как минимум. Заслуживает. Вот, обязательно прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, но я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.